Я тут себе сделал некоторые пометки, ну, скажем так, по тем вопросам, которые Татьяна тогда дала. Так, в силу того, что я, к сожалению, нормально подготовиться сегодня не смог, я тогда иногда просто в них буду, возможно, немного подвисать. Ничего страшного, как вам будет удобнее. Любой ваш опыт, любое ваше слово будет для нас навесом золота. Мы тем временем уже практически собрались, коллеги, а я думаю, что несколько человек, которые у нас отстают, присоединятся к нам в процессе нашей сегодняшней беседы. Сегодня мы встречаемся с Николаем Осецким, бесчисленный послужной список которого говорит сам за себя. Человек, побывавший на станции «Восток» южном. Николай, как правильно сказать, южный... Южный геомагнитный полюс. Южный геомагнитный полюс. Будущий космонавт, покоритель вершин. Профессиональный спортсмен в области прыжков с парашютами и парапланированием, врач, бесценный сотрудник Института медико-биологических проблем человека, отправитель и приниматель космонавтов и всего, что связано с космосом. Сегодня мы поговорим с ним о самых наших важных темах, и то, что нам расскажет Николай, будет, безусловно, нам дико полезно. А у нас среди участников воркшопа есть группы, посвященные космосу и полюсу, поэтому вот, наверное, если у Николая будет возможность прокомментировать наши наработки, то особенно в этих направлениях, то было бы совершенно замечательно. Все, я умолкаю, Николай, вам слово. Спасибо большое за такое, скажем так, комплексное представление. На самом деле оно, скажем так, звучит лучше, чем есть на самом деле в некотором смысле, потому что, скажем так, на самом деле все гораздо более тривиально. Вот, но да, на самом деле, как бы я, в общем-то, имел возможность провести, получается, год без 2 дней на Южном геомагнитном полюсе на станции «Восток», выполняя научную программу от Института медико-биологических проблем. И, в общем-то, данный опыт изоляционный, если так можно выразиться, он был примечательным во многих аспектах, не только с точки зрения выполнения научной программы, но и, в общем, как бы, в таком общечеловеческом, что ли, формате. Так как, по сути, повлиял на все аспекты моей жизни. И, скажем так, мне Татьяна тогда скидывала некоторые вопросы. Я думаю, я тогда сейчас, скажем так, немного вербально пробегусь по этим вопросам, а потом у меня вот тут есть еще в общем, короткая презентация. Я бы ее тогда с своими комментариями озвучил бы. И потом был бы крайне рад ответить на ваши вопросы. Я извиняюсь за, возможно, внешний шум, потому что, повторюсь еще раз, вот буквально в прямом смысле этого слова только вернулся в Москву из Казахстана и не успел толком подготовиться, еще и опоздал. Вот, так что... Все чудесно, все чудесно. Мы рады любому вашему слову. Тогда приступим. Собственно говоря, первый вопрос, который был обозначен. Эмоциональный опыт по итогам длительной изоляции и потребности, которые она порождает. Нужно ли в такие моменты какое-то особое место в пространстве вокруг? Тут я могу сказать, что длительная изоляция порождает в первую очередь потребность заглянуть внутрь себя. Это может немножко высокопарно звучать, но по сути это так и есть. Вот, собственно говоря, в рамках проведенного года на станции «Восток», это была, по сути, истинная географическая изоляция, потому что станция находится в такой локации, что 8 месяцев, почти 8 месяцев в году она недоступна для транспортного сообщения с внешним миром ввиду крайне низких температур. И, скажем так, люди там, по сути, как на подводной лодке. Единственное отличие, что можно выйти наружу и, в общем-то, скажем так, почувствовать пространство, пройтись.
Вот. Ну, так или иначе, на определенном этапе появляется острая потребность в личном пространстве. То есть ты, ну, условно говоря, это как нормальное функционирование органов и систем тела человека. Когда они функционируют нормально, ты их не ощущаешь. А когда ты, скажем так, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой, ты начинаешь, в общем-то, ценить, когда все функционирует правильно. Ну вот, собственно говоря, сперва могло показаться, что в современном мире нет ничего принципиально сложного в географическом перемещении в любую точку мира. Ну, собственно говоря, по сути, так и есть. Но на практике оказалось, что даже сам путь оказался психологически непростым. Мы все привыкли к наличию таких безусловных вещей, как наличие постоянной связи с внешним миром, наличие возможности выйти из дома, сменить обстановку, встретиться с друзьями, даже поесть то, что хочется, или выпить чашку кофе. Но при смене действительности все это становится неочевидным и приобретает особую ценность. Когда, по сути, ну, я вот употребил только что слово «иная действительность», это на самом деле иная действительность. Вот, возьмем в качестве примера экспедиционный корабль. Казалось бы, просто средство перемещения из, скажем так, одной точки в другую, но по сути, скажем так, это огромный дом, разделенный на некоторое количество помещений, где ты постоянно на виду у окружающих. У тебя крайне мало опций уединения, тебе постоянно приходится общаться с людьми в значительной степени, скажем так, незнакомыми и психологически неподобранными. Вот такой тоже момент есть. И ты так или иначе от этого общения на определенном этапе начинаешь уставать. И, скажем так, одно дело, когда вокруг тебя находятся люди, которые, ну, в общем-то, этично относятся друг к другу, а другое дело, когда, в общем-то, личное пространство может не соблюдаться. Я еще раз 200 употреблю здесь слово «личное пространство», потому что на самом деле это как бы то, что некоторые, ну, как бы большая часть людей воспринимает как, ну, должное, и по сути, ну, так и должно быть. Но как бы при перемещении вот в определенный тип действительности это становится весьма большой ценностью. Вот, собственно говоря, до сих пор помню, ну вот я тут некоторые заметки сделал, вот в них в числе вот прочего написано, что до сих пор помню, как однажды написал в своем дневнике: мое личное пространство сократилось до моего сознания и файла с записями на компьютере. И это на самом деле было так, потому что, скажем так, на определенном этапе, по сути, ну, нужно было, то есть, что самое главное в рамках изоляции, ну, кроме, в общем-то, обеспечения жизнедеятельности там, человека или группы лиц, это, ну, скажем так, в рамках инфраструктуры я еще коснусь, но в рамках психологической составляющей основной как бы элемент – это общение. И если ты можешь, как бы, если у тебя есть кто-то, с кем, ну вот, например, кто-то в рамках данной группы, с кем ты можешь как бы открыто и полностью без необходимости контроля своих слов, ну, поговорить. То есть, ну, как бы как там с другом или там с родственником. Это очень-очень классно и ценно, потому что, например, вот в рамках вот 64-й российской экспедиции, в которой я участвовал, в рамках экипажа станции «Восток» у нас было 11 человек, это все были профессионалы, все были, в общем-то, весьма высококвалифицированные люди, но, тем не менее, скажем так, отсутствие мер психологической совместимости на этапе до экспедиции обусловило то, что независимо от того, что, ну, мы там с несколькими людьми сдружились, с несколькими людьми мы общаемся до сих пор, но все же возможности, ну, условно говоря, там, как-нибудь вечером там на камбузе сесть с чашечкой, там, не знаю, чая и просто поговорить, без необходимости следить за тем, что ты говоришь, без необходимости взвешивать каждое слово, чтобы, ну, не сказать там лишнего или никого не обидеть. Это было весьма сложно.
И, ну, я могу сказать так, что некий ресурс человека, который вот у него есть, допустим, 100%, там 20% уходит на общение, там 30% на еду, потому что, как бы, опять-таки, не звучало странно, но адекватная и разнообразная еда – это, ну, как бы тоже элемент и психологического, и физиологического комфорта, потому что, ну, как минимум, в общем-то, можно, конечно, постоянно поливитамины есть, но это гораздо менее адекватно, чем, например, разнообразная пища. Это 50%. Далее, это еще 20% это наличие связи с домом, ну и, соответственно, с друзьями, с родственниками. И еще 30% это как бы то, что тебя окружает. Это вот тот как бы маленький мир, который, по сути, является, ну, твоим миром на протяжении вот всего периода этой изоляции. И тут я могу сказать, что, скажем так, если у тебя где-то вот эта вот процентная составляющая уменьшается, она где-то должна увеличиваться. И, ну, я это прочувствовал на себе полностью. И вот, собственно говоря, могу сказать, что, например, если элемент общения и элемент связи с домом – это всегда, ну, что называется, questionable, то есть это зависит и от людей, и зависит от наличия связи. И тоже от людей, потому что, ну, те, с кем ты хотел бы пообщаться, это тоже люди. Остается как бы еда, это как элемент, который, опять-таки, зависит от логистики. И, по сути, элемент, который может, скажем так, собой заполнить большую часть оставшегося, ну, вот, оставшегося дефицита этого ресурса, это как бы, ну, инфраструктура, то есть как бы то, где ты находишься. И вот здесь могу сказать, что большое значение имеет, скажем так, удобность помещения, удобность там, от жилого комплекса станции, там, удобность, ну, по сути, эргономика пространства. То есть, вот, например, в Советском Союзе, что такое эргономика, не знали, но при этом, например, когда встала необходимость создания корабля «Союз», а корабль «Союз» изначально планировался для лунных миссий, именно поэтому в нем есть не только спускаемый аппарат, но и так называемый бытовой отсек. Вот. Этот бытовой отсек был сконструирован таким образом, ну, он такую форму шарика имеет, и, по сути, он, скажем так, практически применим во всех трех плоскостях. То есть в космосе нет понятия верха и низа. И в итоге, независимо от того, что, ну, по сути, такого направления в рамках, я не знаю, как правильно назвать, моделирования или дизайна, такого направления, как эргономика, ну, не было еще. Но, тем не менее, ввиду необходимости соответствия определенным, ну, по сути, узкоспецифичным критериям, в итоге, вот, собственно говоря, смогли создать такой вот, по сути, некий изолированный пример абсолютно удобного пространства, и не, ну, не только в одной, ну, то есть, как бы, в одной, не в одной, в двух плоскостях, а, по сути, во всех трех плоскостях, независимо от того, как бы, в каком положении ты находишься. По всем трем. Вот. Потом также хотел бы отметить, что большое значение имеет то, из каких материалов сделано, скажем так, ну, то есть какие материалы используются в рамках вот, пространства, в котором ты находишься. Как, скажем так, у меня есть вот опыт станции «Восток», которая была построена еще, ну, зимовочный комплекс, который, ну, по крайней мере, когда я там был, в 2019 году он был построен в 1980-х. И, ну, по сути, максимально, я бы сказал, утилитарно. То есть опять-таки, без использования такого понятия, как эргономика.
При этом есть, по сути, диаметрально противоположный пример, гораздо более поздний по, скажем так, времени производства, но, тем не менее, скажем так, по сути, построенный вот под эти критерии, то есть с использованием как бы опыта длительных изоляций. Это бельгийская станция принцессы Елизаветы, которая построена преимущественно из дерева, как бы это странно звучало. Там минимально, пластик используется абсолютно минимально, и железо используется, металл используется минимально в отделке. Опять-таки, если бы у меня было больше времени, я бы хотя бы фотографии ее показал бы, но вот очень советовал бы посмотреть. Бельгийская станция принцессы Елизаветы, и если я не путаю, в 2015 году она была скажем так, ее проект был удостоен какого-то признания на... Я, к сожалению, в архитектурном мире не очень разбираюсь, но вот я читал, что она с точки зрения, скажем так, исполнения, как внешнего, так и внутреннего, была удостоена признания на каком-то архитектурном собрании, какой-то конференции. Но, тем не менее, я бы советовал хотя бы как минимум в Википедии, а еще в Википедии всегда есть ссылки на источники. Вот. Обязательно спуститесь в ссылки на источники и посмотрите, потому что вот в моем понимании это один из таких классных примеров. Вот. Классный пример пространства, которое приспособлено для длительного пребывания людей, и ввиду возможности сконструировать это пространство максимально удобно, оно еще и, скажем так, для людей удобно и приятно для пребывания. Вот. Есть также станция Конкордия. Станция Конкордия находится не очень далеко от станции Восток. Это гораздо более такое крупное сооружение. Вот. Опять-таки, очень советую. Вот. Вернемся к вопросам. Следующий вопрос. Космос и близкие к нему места, полярные станции, например, создают ощущение сакральности, мистическое, непонятное, будущее и прочие признаки сакральности. Что происходит с человеком, который оказывается там? Тут могу сказать, что в основе всех изменений лежит адаптация, по сути, сейчас меня могут закидать помидорами, но тем не менее скажу, что, по сути, в основе всех изменений лежит, в первую очередь, адаптация сознания человека, по природе социального существа, социальной депривации, то есть к возможности реализации социального взаимодействия. Разумеется, такие локации, как Центральная Антарктика, они представляют еще такие сложности, как сниженное атмосферное давление и постоянная гипоксия. Так называемая гиповарическая гипоксия, то есть гипоксия связана с сниженным атмосферным давлением. Но все же, в основе именно сложности изоляции, в первую очередь, это невозможность реализации социального взаимодействия. Вот как такой, по сути, как мне кажется, весьма манифестный пример, я могу привести наш путь в Антарктику и путь домой. И тот путь был на одном и том же корабле. Это научно-экспедиционное судно «Академик Федоров». Это корабль ледового класса. Построен он был в 1987 году. Вот. На нем для экспедиционного состава предусмотрены 4-местные каюты. Вот. На пути в Антарктику я находился, соответственно, с членами зимовочного. Раз. Станции «Восток», с которых мы... Меня слышно? Николай, чуть-чуть подвисаете. Меня слышно? Видимо, сейчас? эстакада. Да, сейчас хорошо.
Это все Алтуфьевское шоссе. Вполне возможно. Ну, вы только что съехали с Ярославки. Да, собственно говоря, мы на Ярославке сейчас. Так, что последнее было слышно? Вы на секундочку буквально подвисли, поэтому можно прям возобновить вот с того места. Вот, я, собственно говоря, хотел сказать, что, например, когда мы были в рамках, ну, не особо подготовленного экипажа, ну, не экипажа, группы, скажем так, вот, в этой четырехместной каюте, то, ну, как бы, ну, это примерно как ты попал в группу людей, в которую ты, ну, не особо вливаешься, как бы ты ни старался. Потому что там все-таки и возраст сильно разный, и как бы область, профессиональная область тоже. И, ну, постоянно была необходимость уединиться, куда-нибудь там уйти, не знаю, там куда-нибудь в столовую там или в какую-то компанию. Того, что свободно было. Ну и опять-таки углубиться там в чтение какой-нибудь книжки или там сложение своих мыслей на клавиатуре. А когда мы шли обратно, то мы шли, ну, уже я в какой компании находился, потому что ну, как бы наш экипаж станции, он улетел на самолете, а у меня с собой было оборудование, которое, в общем-то, не предполагало возможности перемещения на самолете, поэтому мы, ну, скажем так, я остался на корабле, и, соответственно, мы шли на корабле. И, значит, были мы в каюте с несколькими людьми со станции «Прогресс». Все научные сотрудники, и все примерно как на моего возраста. И, ну, там все замечательно, классно было. Мы весьма, я бы сказал, неплохо провели время, если так можно выразиться. Вот. Там очень всяких шуточек была. Одна из них, там же тогда ковид начался как раз, а у нас, ну, скажем так, новостной обмен был исключительно через радистов, потому что радисты, ну, канал связи был, интернет-канал связи был у радистов, и они получали как бы новости, которые им присылали из Института Арктики и Антарктики. Новости, скорее всего, какие-то там особо подобранные, потому что они звучали странновато. На природном этапе у нас даже как бы был такой некий ритуал, это каждые 3 дня, ну, когда приходили новости, мы, в общем, там их читали, и это было весьма забавно. И потом, до сих пор помню, значит, ну, там почему-то часто были новости из китайского агентства, значит, новостного агентства Синьхуа и Жемень Жибао. Вот. И, значит, хирург станции «Прогресс», он тоже с нами был, он с собой захватил со станции банку с печенью трески. Вот. И, значит, прикол про то, что, значит, новостное агентство «Жемень Жибао» сообщает, что что на российской антарктической станции «Прогресс» хирург обнаружил у себя печень трески. Это было, в общем, локальным мемом еще очень долго. Вот. Так, секундочку. Дальше. Да, вот, я тут несколько раз прям упомянул, что вы не представляете, как надоедает железо и пластик, когда видишь постоянно, особенно когда год вокруг тебя 3 основных цвета. Белый цвет снега, синий цвет неба или истинно черный цвет полярной ночи. В море добавляется еще синий цвет воды, который иногда сливается с синим цветом неба. Это на самом деле так, и вот, ну, скажем так, когда, например, я вернулся домой, я могу сказать, что мне прям офигенно нравилось смотреть на деревья. Мне казалось, что листва прям такая ядовито-зеленая, я бы сказал, концентрированно зеленая. И хотел отметить альфакторную сторону восприятия, то есть, ну, запахи. Когда вот ощущаешь что-то комфортное, там запах дерева, например, или запах скошенной травы, или там, не знаю, запах кофе, к примеру, это психологически просто невероятно огромную роль играет. И
Ну, вот у меня тут также отмечено, что до сих пор помню, как после того, как после более чем года, проведенного в Центральной Антарктике, первый раз увидели Землю за пределами 60-х параллелей. Хочу отметить, что южнее 60-х параллелей растительности практически нет. Ну, мы ее не видели больше года, потому что там, где мы сошли на берег, это был скалистый оазис, там растительности не было. Вот, и примерно, в начале мая, 5 или 6 мая 2020 года мы подошли к Кейптауну, и вот примерно километров за 20 до Кейптауна, когда уже, то есть, это так, относительно из-за горизонта, но ты уже, по сути, там и Столовую гору видишь, и то, что там что-то зеленое есть. А глаз очень быстро, скажем так, восстанавливается в плане различения цветов. И вот после года, когда ты никаких цветов особо не видишь, вот, например, там зеленый цвет растительности ты мог заметить прям вот с очень большого расстояния. Вот. И, собственно говоря, как вот во всяких там книжках Жюль Верна или там приключенческих там Конан Дойля, находясь в море, почувствовал запах почвы, земли. Это вот тоже большое значение имело. То есть имеет значение не только, например, там, в рамках, там, например, зимовочного комплекса станции, и, скажем так, того места, где ты находишься длительное время, не только материала изготовления. Например, как я предполагаю, это мое мнение как дилетанта, из-за того, что в архитектуре я особо ничего не смыслю. Но я так понимаю, что когда вот бельгийцы, Бельгийский институт полярных исследований объявил тендер на строительство нового комплекса станции, новый, не новый, по сути, это была первая станция, они, вероятнее всего, провели какое-то исследование в рамках опыта изоляции, опыта длительной изоляции людей. И то решение строить станцию из дерева, тоже делать дерево, и, если я правильно помню, там, нет, не буду врать, кажется, там, среди прочих, сосна была использована в изготовлении. И, мне кажется, что это весьма логично. Если с такого, с такого научного подхода если использовать научный подход в рамках исследований перед тем, как что-то начать, можно заранее понять, например, вот такие вещи, что имеет ценность не только тактильное зрительное восприятие, но и альфа-фактор. И, по сути, все. Тут вот еще был вопрос. Тут два вопроса, на самом деле, было. Возможно ли воспроизвести эмоциональный опыт изоляции, не ее? На самом деле, отчасти возможно. Есть такой термин ICE, environment. Isolated, Contained and Extreme Environment. То есть изолированная, ограниченная, экстремальная среда. Это как раз-таки среда в Центральной Антарктике, например, это среда это любая локация, где человек сталкивается с географической изоляцией, с необходимостью находиться в малом, скажем так, в жизненном пространстве малого объема, и если есть какие-то внешние экстремальные факторы, такие как экстремальные температуры, будь то низкие или высокие, измененная атмосфера, измененное атмосферное давление. По сути, под критерии вот этого ICE environment попадают участники полярных исследований, участники длительных экспедиций в полярных областях, в горах, если эта экспедиция более чем 2-2,5 месяца. Участники экспедиций и всяких переходов в рамках пустынных экипажи подводных лодок, потому что, опять-таки, это малый объем, ограниченный объем, это измененная атмосфера. И с некоторыми допущениями это экипажи, скажем так, научно-исследовательских судов, которые длительное время находятся вне контакта с людьми, которые подолгу не заходят в порт. Например, такие вот
ледовая платформа, самоходная ледовая платформа Северный полюс, кажется, называется. Это вот корабль, который был спущен, ну, научно-исследовательский корабль, который был спущен на воду в позапрошлом году, и сейчас вот находится в рамках длительной миссии в Северной полярной области. Также в рамках моделирования могу сказать, что есть, ну, и проходят во многих научных, ну, не во многих, в нескольких научных учреждениях на планете есть установки для моделирования длительной изоляции. В частности, вот в институте, где я работаю, в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук, есть так называемый НАК, наземный экспериментальный комплекс. Это экспериментальный комплекс из нескольких цилиндрических герметических объектов, которые используются для проведения изоляционных исследований с участием людей. Сейчас есть, ну, до сих пор проводится международный проект под названием Sirius. В 2019 году была 4-месячная фаза, в 2021 году 8-месячный эксперимент, и сейчас, вот, независимо от того, что, по сути, он сильно, скажем так, ну, относительно сильно был, в общем-то, изменен из-за личной международной обстановки, и одна из основных сторон, а именно нас, пока что заморозила свое сотрудничество, свое участие в этом эксперименте, но тем не менее вот готовится новый годовой эксперимент, он стартует в начале ноября этого года и продлится ровно год. Там будет 6 человек, которые проведут год в условиях, ну, по сути, вот такой вот модельной изоляции. Год они не будут контактировать с внешним миром, кроме как по радиосвязи с того, что там имитация космического полета. Там будет и задержка связи. То есть, скажем так, все припасы, которые у них будут, они будут загружены изначально, и потом будет имитация как бы до поставки на грузовых кораблях. В экипаже будет 6 человек, экипаж смешанный, 3 члена экипажа мужского пола, 3 члена экипажа женского пола. Вот. Ну, по сути, как бы вот это некая модель как бы длительной изоляции, но здесь есть один принципиальный момент. Тут нет вот и как бы в рамках этого термина ICE, то есть Isolated, Contained and Extreme, здесь отсутствует фактор экстремальности. То есть в случае какой-то нештатной ситуации эксперимент может быть прекращен. А, например, там, ну вот, в Антарктиде или там на подводной лодке или там на Северном полюсе все не так просто, все гораздо сложнее. Например, когда у нас вот была медицинская ситуация, когда понадобилась, по сути, ну, в итоге эвакуация, мы вынуждены были некоторое время ждать, пока, скажем так, погода улучшится. Нам очень повезло, ну, конечно, относительно повезло, что как бы это случилось под конец как бы автономного периода существования, потому что, ну, вот в октябре у нас все это произошло, и в конце октября, 28 числа, к нам смог прилететь самолет, и то мы там, по сути, каждый час контролировали температуру на метеоплощадке, потому что если бы температура была ниже минус 45 градусов, самолет сесть не смог. Ну, в смысле, сесть-то он смог бы, но слететь уже не смог. Вот. И вот этот фактор экстремальности, он как бы, ну, он не воспринимается, когда ты читаешь об этом, не воспринимается настолько как бы жестко, насколько он есть на самом деле. Потому что когда как бы по сути ты отвечаешь за жизнь человека, и ты понимаешь, что если, скажем так, с температурой на полосе что-то будет не так, и вы не сможете мобилизировать человека, ну, скажем так, нужное количество времени, то
случится что-то хорошее, вот это сложно. Вот. Но тут, в общем-то, имеет громадное значение, что все мы там были, в общем-то, людьми, которые там не случайно оказались, все были, в общем-то, людьми с определенным и профессиональным, и психологическим опытом. Вот. И как бы в рамках тех ситуаций, которые были, там были, в общем-то, ситуации, когда приходилось принимать сложные решения и, в общем-то, вести себя максимально, скажем так, спокойно и там засунуть все эмоции куда-нибудь подальше. Но, опять-таки, как бы даже в этих условиях, вот в рамках там любой экстренной ситуации, ввиду того, что мы находились там, по сути, с полным пониманием того, что это истинная изоляция, это, по сути, тотальное существование, каждый из нас понимал, что как бы все эти состояния постоянной готовности, они как бы, скажем так, хороши и возможны только до поры до времени. Потому что даже вот, например, в боевой авиации боевая готовность – это максимум час. То есть ты не можешь держать людей в рамках, скажем так, необходимости выполнить боевую задачу, именно готовности вот к этому, более часа. Потому что потом, соответственно, ты, по сути, от человека никакого толку уже не получишь. Человек будет, скажем так, в условии уже, по сути, находиться в условиях перенапряжения, а тогда возможность, как бы, когнитивных, скажем так, выполнения когнитивных функций, она снижается, и человек не сможет выполнить то, что от него требуется, с максимальной эффективностью. Но, как бы, изначально отвечая на вопрос, возможно ли, как бы, повторение такого вот эмоционального опыта в рамках модели, да, отчасти возможно. В значительной степени. Так, и тут вот еще есть два вопроса. Меняется ли ощущение человека от сакрального после этого? Сохраняется ли потребность в этом или меняется? Могу сказать, что вот как бы этот, на самом деле, полярный опыт у меня наложился на то, что было как бы до этого, то есть это и всякие вот эти горные экзерсисы и работа в рамках квартирной космонавтики. Так что, в общем-то, морально я как-то был готов к тому, что когда видишь, по сути, примерно 1,5 месяца бескрайнее море, ты понимаешь, насколько на самом деле огромен мир. То есть наш путь в Антарктику лежал из Петербурга через Бремерхафен и Кейптаун на юг. И переход из Бремерхафена в Кейптаун был через Атлантический океан и через экватор. И, скажем так, когда ты видишь вот эти огромные пространства вокруг себя, это немножко заставляет задуматься о месте человека в мире. А потом, когда, соответственно, первый раз видишь вот эти вот ледяные утесы Антарктики, и даже не можешь как бы сперва оценить как бы их размер, а потом узнаешь, что они там под 60-100 метров. И, это все как-то не то, что подавляет, а, все-таки природа, мне кажется, не может подавлять, а заставляет задуматься о том, что человеческий мир, полный страстей и всяких мелочных стремлений и какого-то тщеславия, он настолько незначителен, и что, насколько же, сейчас, возможно, опять-таки, то есть насколько же замечательно, когда человек является там ученым, врачом, архитектором, человеком, который что-то создает, не пользуется чем-то, а для которого, по сути,
профессия его заключается в том, чтобы создавать что-то новое. И ну, вот, на самом деле я, в общем-то, весьма рад тому, что как бы сегодня я имею возможность вот перед такой аудиторией выступать, потому что, ну, по сути, как мне кажется, архитектура – это скажем так, одна из областей деятельности человека именно созидательная. То есть, ну, условно говоря, ты же не можешь предположить, например, что... Хотя нет, сейчас я, если какие-то метафоры углублюсь, то это ни к чему хорошему не приведет. Ну, я имею в виду, что все, что нас окружает, все, как бы, ну, вся инфраструктура, скажем так, это все должно быть, как я считаю, все-таки не просто чисто утилитарно. Там вот. Ну, был когда-то конструктивизм, но с моей субъективной точки зрения это опухоль на теле архитектурной истории. Опухоль на теле классицизма. Потому что все же, там, когда ты видишь, например, ну, здание МГУ, к примеру, и понимаешь, что это место, где, ну, по сути, это один из лучших университетов мира, и место, где до сих пор как бы делается очень классная наука, и ты видишь, что это еще и, ну, очень там красивое здание, по сути, вот с элементами и классицизма, и ар-деко. Не хочу произносить словосочетание «сталинский ампир», я не люблю. Вот. Но, тем не менее, это как бы некий образ, который настраивает на определенный эмоциональный лад. Там, когда, ну, опять-таки, если человек, ну, как бы рабочее место человека, там, например, там, ну, вот, мой отец, он физик, и он работает в Окружской национальной лаборатории, и вот он с большим восхищением рассказывал, когда у них построили новый как бы исследовательский корпус, и, например, все рабочие места как бы всего персонала, а он сам, ну, как бы он физик в рамках материаловедения, то есть, ну, то, что сопромат называется, material science. И вот, он, помню, с таким большим восхищением рассказывал, когда как бы им в итоге представили вот это вот новое как бы здание, и что то есть насколько огромное значение для эффективности работы человека имеет, ну, все, от расположения там двери в твоем кабинете до того, под каким углом находится окно и как у тебя солнечный свет падает, там, когда ты приходишь там на работу. И, ну, ровно то же самое в рамках еще даже более выраженном формате, в рамках ну, по сути, той инфраструктуры, тех зданий, которые, скажем так, используются в рамках как бы, ну, длительной изоляции. Например, вот мы были, ну, когда мы уже вернулись в станцию «Восток», мы на берегу провели примерно месяц в ожидании корабля, и у нас была возможность посетить индийскую станцию Бхарати. Тоже, кстати, очень советую погуглить ее. Ее строила немецкая контора, которая строила также немецкую станцию Номайр-3. Вот. И станция Бхарати, с точки зрения эргономики и удобности, это вот прям made in Germany. В истинном смысле этого слова. Вот очень советую для некого такого референтного опыта посмотреть. Вот. И, значит, сейчас тогда покажу презентацию, которую вот уже раз. Вот, собственно говоря, начать хотел с того, что вот это вот ICE environment, или ICE environment, то есть isolated, contained and extreme environment, это, по сути, как бы тип внешней среды, тип условий, ну, по сути, как внешней, так и внутренней среды, которые свойственны
По сути, ну, вот, полярным станциям, космическим кораблям при длительных миссиях, ну вот МКС, например, подводным лодкам на длительных миссиях, когда там они по месяцу в подводном положении находятся. И, по сути, как бы, ну, опять-таки, я очень люблю вот англоязычную терминологию, потому что она весьма лаконичная. Вот здесь вот ICE, то есть изолированная, ограниченная экстремальная среда. И, по сути, на нашей замечательной планете есть, на самом деле, немало мест, которые попадают под, скажем так, определение данной среды. Ну вот, в данном случае мы можем сказать про станцию «Восток». Тут мы видим примерно ее расположение в рамках Антарктики и географические координаты. И опять-таки здесь вот можно видеть, насколько она отдалена от населенных областей. То есть как бы от станции «Восток» до берега 1500 километров. Ну, до берега я имею в виду до береговой станции «Прогресс». А населенные области – это вот все, по сути, по периметру этого изображения. То есть это Южная Америка, Африка, Новая Зеландия, Австралия, но все это очень-очень далеко, это дальше 3000 километров. И, по сути, находясь на таком расстоянии от, ну, по сути, как раньше говорили в классической литературе, от известного мира, то есть в такой как бы, ну, изоляции от всего, что нам привычно и знакомо, действительно все имеет значение. От там, до общения с коллегами до того, есть ли там у тебя кофе, и того, там, какая на ощупь стена в твоей каюте, из какого дерева она сделана. Вот так выглядела станция «Восток» на момент, ну, не на момент, на период 2019 года, когда мы там были. Сейчас построен новый комплекс зимовочный, он, скажем так, весьма велик. Он такой на ножках, на сваях, которые, соответственно, ну, со временем как бы будут заноситься снегом, и станция будет на этих сваях подниматься. Я этот слайд ранее использовал для другой презентации, я перевести его не успел, к сожалению, поэтому, ну, так воспроизведу. То есть в рамках геофизических условий среды это 3488 метров над уровнем моря, учитывая, что это как бы полярный регион, и атмосфера там тоньше, чем, ну, при прочих равных в других областях, то есть там, в экваториальных областях или там, ну, в средней полосе, вот как у нас. По сути, эквивалент высоты там это около 4200 метров. Далее это сниженное атмосферное давление. Тут вот в гектопаскалях, как бы оно упомянуто, но если перевести в более привычные нам миллиметры ртутного столба, это примерно около 440-450 миллиметров ртутного столба, при том, что привычная для нас атмосфера это 750-760-70. Экстремально низкие температуры, вот в нашу зимовку минимальная температура была минус 82,1 градуса Цельсия. То есть, соответственно, примерно по 150 суток это полярный день, полярная ночь. Вот. Ну и, соответственно, условия проживания это около 10 квадратных метров на человека. Станция находится полностью под снегом, то есть внешнего освещения нет, только искусственное. Ну и, соответственно, как бы, вот тут вот немножко ошибка, как бы истинной изоляции, то есть, ну, нахождение станции. Да, ну да, как бы это вот истинная изоляция, как бы от последнего самолета до первого. От отлета последнего самолета до прибытия первого самолета. А время, как бы общее время нахождения на станции это 363 дня. Это с 7 февраля 2019 года по 5 февраля 2020 года. Это вот, собственно говоря, план зимовой, как бы, ну, план жилого комплекса станции «Восток», ну, по сути, как бы план станции.
была еще дизель-электростанция, которая обеспечивала нас электричеством, но она была как бы отдельное здание, было нежилое. Вот. И как бы, тут вот указано, что каюта в 10 квадратных метров, это вот как бы был мой мир на протяжении почти года. И как бы тут могу сказать также, что ну, по сути, сейчас готовится новый шаг к, ну, скажем так, за пределы земной орбиты. Это программа Артемида. У нас был уже первый беспилотный облет Луны. К сожалению, он как-то мимо ушей прошел общественности, но, тем не менее, он, скажем так, имел место первый раз за последние, по сути, много-много-много лет, с 1973 года, с последней миссии Луны, программе Аполлон. Вот имел место первый беспилотный облет Луны с кораблем, который в 2024 году будет использован для первого пилотируемого облета Луны последние более чем 40 лет. И это означает, что как бы вопрос изоляции, вопрос воздействия на человека факторов изоляции, он будет далее все, ну, становиться все более и более актуальным. Потому что, ну вот, сперва это будут исключительно профессиональные астронавты, а потом, по мере, скажем так, практической необходимости, это будут и люди, которых будут отбирать в первую очередь по их профессиональным навыкам и уже потом, скажем так, по состоянию здоровья. И чем больше людей будет как бы участвовать вот в таких длительных миссиях, тем более остро будут стоять вопросы долговременной изоляции, и, соответственно, тем как бы более активно нужно будет и более серьезно подходить к вопросу, скажем так, обеспечения этого со стороны, ну, в первую очередь, так, ну, вот как тех 4 факторов, которые я до этого упоминал. То есть это психологическая составляющая, это, скажем так, связь, это снабжение и это инфраструктура. Вот. По сути, эти 4 элемента, они как бы, ну, как бы их баланс будет обеспечивать успешность данных, ну, как бы этих миссий. Такие дела. Спасибо за внимание. Буду очень рад ответить на вопросы, если таковые имеются. Ну, это было потрясающе, Николай. Я следил за каждым вашим словом, буквально с вами прожил все эти 250 дней истинной изоляции. Это было потрясающе. Я уверен, коллег просто разрывает от количества вопросов. Я тоже себе выписал какое-то количество вопросов. Дам слово коллегам. Добрый вечер, Николай. Мы команда, которая как раз-таки проектирует сакральное в космосе. Вот. И мы случайным образом видели уже фильм с вашим участием, и мы в восторге, что вы оказались нашим спикером. Вот. Существует у нас достаточно много к вам вопросов за счет того, что космос такая достаточно известная для нас среда. Вот. И хотелось задать вопрос. Вот ваш фильм доказал, ну, некоторый вывод, который мы сделали, что ваш фильм доказал нам некоторая готовность, ну, как человека, как самого хрупкого вообще существа в космосе, готовность его, в принципе, существовать в космосе физически, то есть он готов, но морально еще нет. И была некоторая параллель с буддийскими монахами, что вот они как раз-таки являются уже теми ментальными космонавтами, которые, в принципе, могли бы за счет того, что они тренируют свое сознание, запускать вообще в космос. Насколько вообще я правильно понимаю, что вы вообще нуждаетесь в том, чтобы существовало вот некоторое сакральное пространство, где вы бы могли не просто, возможно, уединяться, а также и вообще тренировать свое сознание и изучать свой внутренний космос в условиях космоса? Спасибо за вопрос. Я, в общем-то, понял, что вы имеете в виду. У меня
к вам встречный вопрос. Я вот только что подъехал к дому. Я могу сейчас на 5 минут пропасть и потом снова появиться? Конечно, да. Отлично. Хорошо. Тогда вот буквально Время через 5 подводить. минут я, как раз, да, подумаю, как более точно описать. Буквально 5 минут, и я снова буду на связи. Да, хорошо. Ждем Николая. Вы правы, нас разрывает от количества вопросов. Мы не знаем, как это задать. Вот, но мы потихоньку начнем. Вот. И потом мы, если правильно поняли Татьяну, то можно будет включить наш, у нас есть презентация с проектом, вот, и ее рассказать Николаю. Да, коллеги, поскольку у нас Николай большой эксперт в том, что касается космоса, в том, что касается полюсов, как человек наиболее близкий к этим структурам, имеющий персональный опыт, наверное, да, будет здорово, если мы зададим ему вопросы, мы можем показать наши наработки и попросить его дать какую-то обратную связь, как человека, знакомого с этими материями, послушать, что он считает на этот счет. Вот. Я, наверное, в этой дискуссии участвовать не буду. Здесь очень важно нам получить обратную связь от Николая. Да, было бы отлично. Угу. Вот очень много, на самом деле, полезных тезисов по ходу лекции, по ходу дискуссии, которые мы имели, то, что Николай рассказывал, потому что действительно посещение, когда это изучаешь со стороны, это немножко один угол зрения. Когда проживаешь это на личном опыте, ты получаешь какие-то вещи, о которых редко пишут в книгах, которые плохо чувствуются. Он смог это прожить на собственном опыте, то есть понять, что такое действительно длительная изоляция, чем она опасна. Вот эти очень важные отсылки к тому, как чувствуется это пространство, нам нужно четко фиксировать и пытаться ловить эти материи, потому что мы нигде о них не узнаем. То есть, что такое увидеть первый раз 100-метровые вот эти ледяные скалы, или действительно чувство, привычный нам знакомый запах кофе, который 1,5 года отсутствует, и вдруг ты его снова чувствуешь, или вот это уникальное чувство Земли, о котором Николай говорил, что там при приближении к Земле еще даже ее не видно было, а нос уже чувствует это ощущение, что где-то рядом люди, где-то рядом Земля. То есть вот эти все тонкие вещи, они на самом деле очень важны. И то, с чего лекция началась, понятие того, что окружающие люди в каком-то смысле представляют опасность, и отсутствие этих людей тоже является определенной опасностью для мозга. Вот здесь такой, казалось бы, парадокс. Можно будет поинтересоваться у Николая, как он это оценивает, что он считает на этот счет. Это же действительно уникальная вещь, но мы живем в обычном мире, мы об этом не думаем, не замечаем, но для нас, в принципе, само собой разумеющееся. Но когда ты там плывешь на корабле много-много месяцев с теми людьми, которых ты не выбирал, это достаточно сложно. Потом ты находишься опять-таки в узком коллективе с несостыкованными психологически людьми. Это тяжело, и при этом на это накладывается отсутствие близких тебе материй, понятий. То есть ты как бы вроде пересыщен людьми, но при этом испытываешь жесткую нехватку. Интересные критерии, абсолютно необычные. Вот сейчас так со стороны анализируя там понятие агрессивной среды, по сути, вот все наши 5 направлений, они, как ни странно, оказались, в каком-то смысле переосмысленно, все являются вот этими изолированными агрессивными средами, потому что даже там город, по сути, такая же тоже изолированная агрессивная среда. Все эти среды, они абсолютно агрессивны. С ментальной точки зрения для человека, для потребителя. Можно через это как-то смотреть на те проблемы, которыми мы занимаемся. В общем, это все очень, очень интересно. Мы с вами делаем такой большой шаг к покорению звезд. Все-таки на Луну все полетят, потом дальше отправятся на Марс. Вернутся к нашим с вами исследованиям, откроют сакральные пространства и сделают мир лучше. Где-то на Марсе воспроизведут все эти среды. Это будет очень... Нам, кстати, приятно было слышать, что
Николай в своей речи упоминал принципы, которые мы в команде уже как бы закладывали в наш проект, и о которых мы будем говорить. То есть, видимо, мы попали как-то, вот. Мгм. Вот. Да, Ну и приятно будет, наверное, рассказать об этом. Мгм. Да, это здорово. Это здорово, что мы, не побывав сами там, можем ощущать это достаточно близко. Это очень ценно. Это очень хорошо. Вот для космоса тоже здесь стоит обратить внимание. Тоже в начале лекции присутствовало про вот это круглое пространство, которое нам, живущим в двумерной плоскости, перемещающейся вперед-назад и максимум по лесенке вверх, мы не всегда воспринимаем, что пространство на самом деле может быть трехмерным. И если мы уберем гравитацию, то для нас сферический объем – это как бы плоскость, завернутая вокруг нас, которая равнофункциональна, вне зависимости от того, что есть верх, а что есть низ. Тоже интересное ощущение, интересный эффект. Можно обратить на него внимание, можно его использовать. Я тоже бы хотела добавить, на самом деле очень интересно, вот как темы пересекаются с экстремальной средой, о чем говорил Николай, вот чувство вот этой отчужденности, какого-то одиночества. И я просто пытаюсь это переносить на вот свою, да, тему, которую мы развиваемся там в мегаполисе, что это тоже некоторым образом пересекается с точки зрения, что человек даже в мегаполисе может чувствовать себя очень одиноко и отрешенно. И вот это такое потребность в таком пространстве, как бы понимания и действительно в каком-то пространстве внутреннего вот какого-то успокоения, что ли, не знаю. Интересно. Да, это абсолютно правильно. Но вот все, что нам Николай сегодня рассказывает, оно полностью справедливо для всех наших 5 сред. То есть я бы не рассматривал, что мы только там 2 какие-то конкретные. Но к нам как раз вернулся Николай, и я тогда замолкаю, возвращаю слово спикеру. У вас выключен звук. Николай, вас не слышно. Так, слышно? Да, Так, слышно. Хорошо. В общем, отвечая на ваш вопрос, вот эта вот тема про, сюжетная линия в рамках фильма про, как бы, этих вот буддийских монахов, если честно, как бы, ее наличие, оно, конечно, с художественной точки зрения, имеет смысл и, наверное, даже с практической, потому что как бы, это некий такой гипотетический как бы элемент будущих долговременных миссий. Но уже сейчас, скажем так, мы имеем в рамках как бы общего, скажем так, долговременного опыта полетов, который есть, скажем так, если брать все человечество, если не разделять его по странам, там, Советский Союз, Соединенные Штаты, там, Китай и так далее, то были полеты более чем 450 суток, были многочисленные полеты, которые длились около года. Например, вот тот экипаж, который сейчас вернулся, это 2 российских космонавта и 1 американец. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио. Вот, они провели на станции год. Вот. В общем-то, годовые полеты были и ранее. Это, по сути, как бы некий, неоднократный опыт. И в рамках него есть соответствующие меры психологической поддержки, соответствующие меры, скажем так, эргономические, потому что все-таки станция МКС, она существует уже более 20 лет.
и с точки зрения эргономики она была многократно модифицирована и в рамках российского сегмента МКС, и в рамках американского. И не стоит забывать, что кроме российского и американского сегмента МКС есть еще европейский модуль Columbus, есть японский модуль Kibo. Kibo – это наибольший по полезному объему модуль станции, который используется для исследований, в первую очередь, биомедицинской направленности. И как бы на самом-то деле, если как бы, взять, то есть, скажем так, если убрать вот элемент наличия, по сути, отсутствия железки для того, чтобы, полететь далеко, то есть, дальше, чем до Луны, то, по сути, сейчас как бы для этого все есть. Есть научная база в рамках, скажем так, обеспечения функционирования экипажа на протяжении такого длительного времени. Есть научная база по обеспечению, скажем так, людей, в первую очередь, что необходимо? Это, скажем так, атмосфера, чтобы дышать, и, соответственно, как бы некий субстрат, который, еда, короче говоря. И опыт в рамках этого накоплен громадный. И, например, вот часть тех исследований, которые я вел в Антарктике, она была, скажем так, сфокусирована на адаптации человека к длительной гипоксии. Мы выяснили, как бы, что, по сути, к тому уровню гипоксии, например, который есть, например, в рамках станции «Восток», человек адаптируется достаточно, скажем так, просто. Не полностью, там как бы, достигается определенное плато адаптации, выше которого, по сути, полная адаптация до вот уровня, привычной нам атмосферы, до уровня функционирования организма в рамках привычной нам атмосферы. Полной адаптации нет. Но при воздействии той атмосферы, которая была там, человек вполне может функционировать, человек вполне может выполнять, скажем так, определенные задачи, в том числе сложные, требующие, по сути, активные когнитивные функции. И, например, как один из гипотетических как бы применений этих результатов в будущей пилотируемой космонавтике мы считаем, что возможно, например, при длительном полете, по сути, модифицировать атмосферу корабля и помещать экипаж в условия гипоксии, потому что это как бы по сути улучшает адаптацию человека по сути, к условиям изоляции. Это в некотором смысле стимулирует дыхание, кровообращение и, в первую очередь, кровообращение головного мозга, потому что, как бы это контринтуитивно не звучало, но если человек будет дышать чистым кислородом, он может умереть, потому что есть такая вещь, как кислородное отравление, потому что если в выдыхаемом воздухе, в выдыхаемой газовой смеси нет СО2, то центр кровообращения, который находится вот примерно здесь, в стволе мозга, он не раздражается. И, соответственно, человек, в общем-то, может забыть дышать. А при искусственном помещении человека в гипоксию, с одной стороны, можно, по сути, сэкономить количество весьма ценного ресурса, то есть кислорода, и, по сути, скажем так, поместить людей в условия, так называемого, по сути, постоянного стимулирования. И да, долго человек в таком состоянии находиться не может. То есть именно поэтому после года зимовки на Востоке человека обычно перемещают обратно. Вот. Но, опять-таки, при уровне гипоксии, который там, это так. А если, например, исследовать другой состав атмосферы, как-то модифицировать ее, добавить инертных газов, посмотреть, то есть, задать какую-то динамику уровня СО2, уровня кислорода. В общем, технически человек к длительным полетам и длительной изоляции, я считаю, что он готов. И вот элемент, тот, который в фильме был озвучен, что, дескать, есть эти буддисты, которые, к этому вроде как
ну, в рамках медитации, там, в рамках там, психологической составляющей уже готовы, но как бы не более чем люди, которые готовятся готовятся к космическому полету от 5 до 7 лет и, по сути, как бы знают максимум, что можно знать в рамках всех аспектов такого сложного предприятия, как вот длительный пилотируемый космический полет. Надеюсь, я не условен был. Да, спасибо. Хотелось бы уточнить. Но ведь, ну, насколько я понимаю, судя из фильма и интервью, которые мы смотрели, экскурсии, что, ну, проводится, естественно, в условиях там МКС и ну, длительных вообще полетов изучают то вообще поведение человека, насколько ему комфортно, хорошо, то есть психологическое состояние ведется, да, вот, но при этом тренируется ли оно, вот в чем скорее вопрос, есть ли у вас какие-то методы, с которыми вы работаете, ну, именно уже на месте там, в тех условиях? Ну, скажем так, я, к сожалению, о методах психологической поддержки, ну, бортовой, знаю далеко не все, и, ну, как бы это не моя сфера, но, тем не менее, могу сказать, что, ну, вот вы спросили, тренируется ли это. Да, тренируется. И, скажем так, ну, вот общекосмическая подготовка, которую я упомянул, которая длится от 5 до 7 лет, собственно говоря, это один вот, как бы, из аспектов, которые, скажем так, один из аспектов прохождения, то есть как бы это не столько обучение, сколько, ну, это и обучение тоже, разумеется, но и получение человеком определенного весьма глубокого и всестороннего практического опыта, который в итоге позволяет, по сути, при взаимодействии вот с всеми этими факторами, ну, в первую очередь, это, разумеется, изоляция и, соответственно, как бы психологический аспект изоляции позволяет, в общем-то, эффективно, по сути, все трудности преодолевать, а с остальным взаимодействовать на том уровне, на котором как бы это профессионально необходимо. Спасибо. Коллеги, а если вы не возражаете, давайте мы теперь покажем Николаю, с чем мы работаем, вот, плавно перетекая в тематике космоса к каким-то уже космическим архитектурам. Будет крайне интересно, чтобы у нас Николай посмотрел наш скромный труд. Коллеги, вопрос такой. А ведется ли запись ну, вот, данной беседы? Да. Отлично. Я бы тогда, ну, если можно было бы, тогда потом попросил бы. Конечно, конечно, обязательно. У нас ведется запись, мы ссылочку пришлем непременно. Вот. Я, наверное, какое-то очень легкое вступительное слово скажу, перед тем, как мы перейдем к космосу, и будет здорово еще, чтобы мы на Северный полюс посмотрели. В общем-то, в рамках нашего скромного труда мы с коллегами занимаемся очень такой острой и малоисследуемой темой. Во всяком случае, мы не встречали подобных наработок нигде ранее. Мы исследуем сакральные пространства в 5, так сказать, агрессивных средах, среди которых, ну, проще понимать, это такое некое подобие храма, не адаптированного, не посвященного к религии, но вот этого некого храма, который обладает всеми признаками сакрального. То есть некого пространства, которое не нужно нам для прикладных функций, оно переносит нас в другую темпоральность. Ну, как в подобии храма мы испытываем те чувства, которые невозможно испытать где-либо еще. И эти наши храмы располагаются как раз в агрессивных средах, активно с ними взаимодействуют и нацелены на ментальное здоровье человека, попадающего в те или иные экстремальные условия, такие как северные или южные полюса, космическая станция в формате вероятного модуля МКС, это метавселенные, это мегаполисы, это такая природная среда, то есть везде, где есть некая потенциальная возможность обитания человека.
Вот, это такой лейтмотив, и сейчас коллеги нам скажут про космос. Да, здравствуйте, Николай. Меня Ярослав зовут. И я сейчас со своими коллегами вам представлю наши наработки по поводу нашей темы, за которую мы взялись, разработки такого пространства в космосе. Вот, я, наверное, начну, а по ходу презентации меня, опять же, коллеги будут дополнять. Алиса, можно, пожалуйста, следующий слайд? Начать, наверное, надо с того, что мы вкладывали, какие принципы в понятие сакрального и понятие того, что это должно быть за пространство в модуле МКС, в который мы проектируем. Мы пришли к такому выводу, что человек испытывает большие переживания, тревоги в таком замкнутом пространстве, и оно очень необычно по своем изучении, и оно совсем не похоже на Землю, и мы в связи с этим решили рассмотреть такой принцип и феномен изолированности, и задали, наверное, представили, как мы бы себя чувствовали в такой ситуации, когда тебя окружают постоянно люди. Вот это, опять же, то, о чем вы сегодня говорили, что ты постоянно находишься с кем-то в контакте, у тебя нет привычных в нашем понимании личных границ, они, можно сказать, нарушаются, и мы предлагаем в своей концепции создать такую ячейку, такое пространство, модули, где человек может находиться один, и у него будет происходить такой диалог с космосом. Если, можно сказать, маленько более человеческими словами сказать, простыми, то это будет такая ячейка с двумя углублениями. Наверное, сейчас можно показать, как она примерно выглядит, чтобы это было наглядно. Вот, наверное, как-то так, только, к сожалению, это у нас более такой старый вариант. Сейчас у нас предусмотрена вот эта часть, которая, видите, пустая, ее уменьшить, вот, и оставить только ту, что там вот в конце была. И то есть суть в чем, еще раз? В том, что ты попадаешь в это заглубление, которое находится слева, и напротив тебя находится окно, которое символизирует такой диалог между космонавтом и космосом и является отражением, если так говорить, метафорично, принципа, что космос находится внутри тебя. Космонавт в этот момент в нашем представлении может ощутить какое-то личное такое вот пространство, почувствовать себя мысленно как-то дома, приблизиться к таким близким, теплым чувствам, которые окружают его на Земле. Также мы решили это подчеркнуть использованием мягкого материала в нашем модуле, вот, для того, чтобы, опять же, достичь вот этого сакрального ощущения. Вот. Плюс у нас был вариант создать пространство на нескольких космонавтов, вот, но мы решили, что именно то, что это будет такая индивидуальная ячейка с вот такими заглублениями, которые будут формировать такое камерное пространство, как будто ты немного спрячешься ото всех и будешь наедине с собой, будешь наедине вот с этим космосом, вести диалог, оно поможет достичь вот этого максимального чувства погружения в себя и выстраивания диалога такого с космосом, выстраивания такой связи с домом. Ну вот, на самом деле очень... вы закончили или... Я свою мысль закончил. Наверное, коллеги, если хотят, могут что-то дополнить, а потом мы, конечно, от вас комментарий услышим. Ну, Ярослав в целом рассказал главную идею, концепцию, вот. Но
когда я верстала презентацию, я немножко по-другому представляю свой рассказ. Вообще, я хотела начать с того, что есть, наверное, 3 основных компонента, которые создают это самое сакральное пространство вот таким, каким мы его видим, и, собственно, отразили в нашем модуле, который мы создали. Первое – это возможность взаимодействия с космосом, с окружающей средой, то есть там через купол, через иллюминаторы, в которые видно Землю и Вселенную. И, собственно, сам выход в космос как элемент взаимодействия тактильного с космическим пространством. И наличие какого-то сакрального места, то есть это какой-то определенный ритуал еще или еще что-то, что наполняет, собственно, человека надеждой, какими-то светлыми чувствами, заставляет его задуматься о сакральных каких-то вещах. Вот. И таким образом, собственно, мы пришли к тому, чтобы создать на ЛКС такой модуль, в котором человек может по-настоящему изолироваться от общественного пространства, остаться наедине со своими мыслями, занять удобное положение и начать взаимодействие с окружающим миром, то есть почувствовать эту внутреннюю связь себя и окружающего мира. И, собственно, эта идея отражается в этом модуле. Первая наша идея, вот как сказал Ярослав, это взаимодействие, диалог, выстраивающийся в человеком с космосом в углублениях, да, то есть он сидит в одном углублении, допустим, а взаимодействует с космосом через иллюминатор, как бы смотрит что-то, так сказать, внутри себя, вот. А потом мы пришли к тому, вот это что такое? Что как бы в прошлом у нас была идея, что есть личное пространство, есть общественное пространство, то есть где можно совершить, допустим, групповой ритуал, собраться там с собеседником или с кем-то и пообщаться, остаться как бы наедине и в мягком каком-то модуле, таком волакивающем, остаться вот с панорамным видом. Вот. Но потом мы пришли к тому, что все-таки, наверное, общественное пространство здесь будет лишним, и, возможно, имеет значение сделать для каждого члена экипажа свой модуль индивидуальный, в котором он может сам, находиться один, это будет его приватное пространство, и он не будет взаимодействовать с другими членами экипажа, останется вот там со своими мыслями, там может в этой чате поговорить со своими близкими людьми, там поплакать, там посмотреть, допустим, фотографии или там какой-то другой контент, посмотреть в иллюминатор или в окно, в купол. В общем, различными способами повзаимодействовать с пространством и испытать какие-то эмоции различные. Вот. Но потом мы пришли к тому, что все-таки, наверное, много модулей не имеет смысла делать, и остановились на создании одной ячейки, в которую могут по очереди люди заходить и вот остаться по-настоящему одни в этом месте. И собственно, и оставили в этом модуле этот самый купол, через который люди взаимодействуют с космосом, и, собственно, тот самый мягкий материал. Вот. А чтобы, модуль не был пустым, и просто вот у нас там есть диван какой-то в большинстве распространенный, и купол, также в этом модуле есть какие-то отделения, в которых можно что-то перевозить или хранить. Вот. Но это уже детали. Собственно, вот и вся наша вторая идея. И третья идея, третье направление, про него расскажет Юля.
На основе проблематик, которые мы выявили, в принципе, мы так осознали, что некоторым вашим запросам мы отвечаем. Но хотелось подумать не то, как это будет, не только то, как это будет комфортно, но все-таки в рамках нашего воркшопа думать именно о сакральности. И мы проследили некоторую возможность сохранения этих правил сакральности. То есть если мы наблюдаем, что у человека существует некоторая потребность в духовном, она прослеживается на протяжении всего его существования, и тем самым за это время выстраивались какие-то определенные правила, в которых участвует, очень важно, существует некоторый портал, то есть это возможность перемещения человека из существующей его профанной среды в нечто сакральное. Вот. Ой, нет, верни, пожалуйста. Вот. Нет, верни, пожалуйста, обратно. Вот. Существует некоторое движение, то есть к этому алтарю или как мы его можем назвать привычными нами словами. Вот. И существует некоторая средняя часть, то есть просмотра. Вот. Можешь дальше теперь, Алиса, пожалуйста. Вот, там сбоку был, если что, план того, как я вижу эту концепцию. Вот, это примерно референсы, так как хотелось побольше работать именно с материалами, что, в принципе, отвечает вашему запросу о том, нам показалось, что условия МКС и очень металлическое, и сложное, тяжелое, и хотелось его сделать более мягким и более простым. Вот. Это примерно то, как могут выглядеть модули, которые сейчас я покажу. Алиса, можешь следующий слайд? Так, это некоторая концептуальная картинка. Давай следующий. Вот вы видите сверху слева то выделено фиолетовым, то, как могут выглядеть некоторые разделения на помещение, получается, где человек может находиться в индивидуальном секторе. Вот это все из материала как раз-таки примерной ткани. Мы пока что еще, естественно, в технологической части прошу не придираться, пока что только на концепции держится. Вот. Это создает видимость некоторого движения к алтарю, но помимо этого здесь можно и уединяться, то есть оно работает, возможно, это можно сравнить со спальником, то есть вы можете закрыться в этом помещении индивидуальном и рассматривать, там есть некоторое окно, иллюминатор, выходящее именно вот уже вы можете видеть на следующей схеме чуть-чуть правее, то, что выделено зеленым, это оранжереи, они имеют некоторую практическую связь. Здесь растут природные элементы. Вот. И тем самым в индивидуальных пространствах, в которых есть эти иллюминаторы, мы можем рассматривать всю эту историю с землей, домом, то есть мы открываем и видим не только небо либо просторы космоса, а мы видим то, что нам приятно, то, чего нам не хватает в условиях, то есть это скучание по дому и нечто природного. Но при этом войти туда из вашего индивидуального модуля нельзя. Можно только смотреть через окно, которое тоже закрывается там наподобие иллюминатора в самолете. Можете закрыть и не смотреть на все это, можете просто размышлять о своем, о вечном. На картинке ниже и слева изображено некоторое поле, которое будет обозначаться, то есть разделение на земное. Пока что раздумывается, возможно, это будет обозначаться цветом или материалом для обязательного разделения на верх и низ в условиях космоса. Тем самым я видела, что в интервью многие космонавты говорили о том, что для них самым сакральным интересным местом в условиях МКС является как раз-таки иллюминатор. И если для нас, там, привычных людей, неизвестным которым эти условия, мы подразумеваем, что там вообще все в этих иллюминаторах, и космонавты находятся в этих условиях, панорамы и рассматривают на космос. Для меня лично было удивлением, что оказалось, что только недавно привезли туда этот модуль. Я не помню точно, как он называется,
называется BIM, по-моему. Ладно, не буду врать. Модуль, вы имеете в виду, где купол находится? Да. Американский, по-моему. Ну да. Да, его привезли не так давно, он у них оказался, и в интервью я видела, что они обожают, для них это тоже некоторое сакральное место. И этот иллюминатор начал в этом проекте, он является некоторым и куполом. Можно следующий слайд? Так. Под этим куполом находится общее пространство, где будет располагаться... Можешь, Алиса, еще раз, пожалуйста, перелистнуть? Еще на один слайд. Нет, да. Располагается некоторый стол, еще не придуманная, естественно, концепция, вы можете его рассмотреть справа, где мы можем просматривать некоторую отсылку к дому, то есть там находятся экраны с изображением неба со стороны земного взгляда. Вот. А все это, естественно, с некоторым применением такого психологического трюка, как приземление, то есть люди, страдающие тревожностью, для них существуют некоторые упражнения, это потрогать какие-то шершавые поверхности, либо гладкие поверхности, и сфокусироваться именно на каком-то одном из своих органов чувств, это запахи и так далее. То есть этот стол, он является общим, находится под куполом, то есть существует некоторый диалог неба, куда мы смотрим наверх, уже находясь в условиях космоса, и небо, которое отсылает нас к условиям, те, которые мы смотрели еще из дома. То есть мы можем вспоминать о том, какими мечтами мы вообще жили, ну, точнее, космонавты жили, живя и смотря на это небо, и думая о том, как здорово было бы оказаться там, а вы уже здесь, вот, и немножко порадоваться своим достижением, вот. И он также является вот некоторой сенсорной депривацией, то есть шершавый или гладкий, или там каменистый, и с некоторыми отсеками для запахов, то есть для вот этого как раз-таки психологического трюка. Алиса, ты можешь вернуть назад, пожалуйста? Вот. И последней частью является алтарь. Он не продуман, как и не продумано, к сожалению, пока что портал. Возможно, мы думали с Татьяной насчет того, что это вообще отдельный портал, то есть отдельный модуль, потому что в космосе все так переплетено, и хотелось бы, чтобы у человека была какая-то возможность оказаться там, возможно, в каком-то зеркальном пространстве или что-то такое, где он мог бы перенастроиться с того, где он был до этого. И в конечном итоге оказаться в алтарной части. Вот она выделена красным цветом, это крайняя картинка. Алиса, можешь теперь... Да, сюда. И, возможно, это... Нет, левее, обратно. Да. И, возможно, эта алтарная часть будет какой-то отсылкой храму, к советскому нечто, потому что, мне кажется, именно тогда человек был максимально настроен на космос, и это была огромная мечта, и даже мы вот ходили на экскурсию на ВДНХ, где рассказывается о том, что ВДНХ – это на самом деле храм, в котором одна из, мне кажется, некоторых алтарных частей является как раз-таки музей, посвященный космосу. Вот. Это некоторые мысли насчет этого. Спасибо. Мы очень много сказали, мы надеемся, что нас поняли. Все, мы теперь замолкаем. Я, на самом деле, в восхищении от того, что я услышал. На самом деле, я... То есть, то, что вы настолько все это прям, основательно проработали и подошли к этому, к этому вопросу, в том числе и, как я понимаю, ознакомившись как вы упомянули, с мнениями космонавтов, которые на МКС были. Единственное, что тут все... То есть, сама концепция, это просто изумительно, на самом деле, звучит. Но, сейчас просто свою мысль озвучу, что вот в рамках МКС все-таки, мне кажется, это, скорее всего, не очень применимо, но сейчас, например, по сути, основные космические агентства на планете, это НАСА,
Европейское космическое агентство, JAXA японское и канадское космическое агентство. Они, ну и как бы ранее Роскосмос, но, к сожалению, из-за вот того, что сейчас происходит, как бы Роскосмос из этой инициативы вышел. Это строительство окололунной орбитальной станции Gateway. Вот в рамках МКС все же, ну и ввиду, как минимум ввиду того, что сама программа МКС, она сейчас близится к завершению, мне кажется, вот как бы это, скажем так, это слишком прогрессивно для МКС, если так можно сказать. Это раз. И два, в рамках космонавтики все упирается в массу. То есть для того, чтобы запустить, ну, например, к МКС, ну, скажем так, какой-то модуль, ну, какой-то еще. Вот, например, там, когда европейцы запустили модуль Коламбус, он до этого проходил кучу тендеров в рамках того, чтобы, по сути, обеспечить понимание того, зачем он нужен там. В рамках МКС вот все, как бы, ну, по сути, все аспекты касательно, ну, не все, там большая часть, 99% аспектов касательно психологической поддержки, они, по сути, в той или иной степени решены. Но в рамках вот окололунной станции, которая сейчас, ну, не сейчас, как бы, они вроде как там, в ближайшие, если я правильно помню, к 30-му году вроде как речь про это шла, но, скажем так, есть вот программа Артемида, это новая лунная программа, по которой, собственно говоря, как я говорил ранее, в прошлом году был первый беспилотный облет Луны, или в этом, я точно не помню, в прошлом, кажется. Да, осенью 2022 года. Вот, первый беспилотный облет Луны. Сейчас будет первый пилотируемый, ну и, соответственно, как бы возобновление лунной программы с последующей как бы перспективой долговременной, ну, сперва орбитальной лунной станции, а потом долговременной станции на самой Луне. Так вот, в рамках как бы долговременной, ну, скажем так, окей, долговременная станция на Луне – это прям совсем далеко. Но вот Gateway – это как бы станция международная, для которой уже там некоторые даже эскизы есть. Вот я в Японии был на конференции в конце мая, там, в частности, про вот Gateway упоминали. И вот там бы что-то подобное, мне кажется, было бы прям максимально в тему. И, ну, в принципе, все, что вот было озвучено, это очень-очень правильно. И еще более правильно, то есть как бы чем дальше от Земли, тем более правильно это является. Вот. И учитывая, что как бы на орбита Земли это всего лишь 400 километров, например. Ну, я имею в виду низкооколоземная, где МКС летает. А если говорить там про лунную орбиту, то есть до Луны там почти 400 тысяч километров, и как бы, ну, соответственно, орбита вокруг Луны. Вот все, что вы описали в рамках лунной станции, мне кажется, будет максимально, ну, максимально востребован. То есть там люди уже, то есть, ну, условно говоря, вот если на МКС можно в течение 4 часов как бы спустить любого космонавта, ну, допустим, там какая-то медицинская ситуация, или там, не знаю, травма. Ну, под медицинской ситуацией я имею в виду либо какое-то заболевание, или же травма. Человека можно достаточно быстро и оперативно спустить на Землю. И как бы, да, это изоляция, но это, в общем-то, относительно близкая изоляция. А когда будут долговременные миссии на лунной орбите, это будет как бы уже другой уровень этой самой изоляции. Вот, ну, к примеру, как там, не знаю, береговая станция в Антарктике, где-нибудь там в районе Антарктического полуострова, где даже, как бы, ну, куда даже зимой корабли подходить могут. А другое дело это вот там станция Восток, станция Конкордия или же станция Амундсен-Скотт.
которая, ну, как бы, где изоляция гораздо более жесткая, и которые, ну, как бы эти станции, они не имеют возможности транспортного сообщения с внешним миром на протяжении длительного периода времени. Ну, я думаю, понятна аналогия. Вот. Так что, мне кажется, ну, будь я на вашем месте, я бы перевел вот эту презентацию, которую вы сейчас показали на английский, и старался бы, в общем-то, довести ее до нужных ушей. Мы обязательно так и сделаем. Коллеги, ценнейший комментарий. Действительно, вот очень важная мысль прозвучала. Ну, у нас такой обширный блок получается, он абсолютно точно характерен для каких-то более больших формаций. Вот, может быть, в рамках непосредственно нашей прикладной задачи нам можно будет сконцентрировать, выделить для себя какой-то доминирующий эффект, доминирующую функцию, доминирующую характеристику или свойство, попытаться на нем чуть больше сделать акцент, но исключительно из характеристик экономических и физических непосредственно самой. А вот то, что на текущий момент есть, да, надо искать контакты НАСА, кто строит лунную станцию, засылать им. Профессионалов в этой области очень мало. И я бы еще, вот, то есть, вы несколько, как бы, скажем так, несколько подходов к этому модулю озвучили. И я бы предложил, ну, как бы в итоге сконцентрироваться на каком-то одном, скажем так, то есть, опять-таки, в рамках вообще пилотируемой, даже не пилотируемой смерти, все как бы утыкается в массу и в полезный объем. И, скажем так, конечно, можно было бы, например, да, ну, в рамках там той же самой МКС, там ее дополнить, вот, ну, например, там, модулем, ну, по сути, любого, ну, не любого, конечно, размера, там, ну, как бы под характеристики тех ракет-носителей, которые сейчас выводят на орбиту. Но просто, то есть, как бы, это должно быть в любом случае практически обосновано. Практически обосновано, должно иметь, как бы, адекватный объем и вес. И вот я бы... То есть, ну, то, что вы озвучили, на самом деле, сама идея и сама концепция, она очень классная. Спасибо. Вот. И я бы тогда, ну, опять-таки, не знаю, могу ли я говорить, я бы на вашем месте, потому что, ну, это не очень... Вам можно все, Николай. Вот, ну, и я бы предположил бы, что тут как бы логично выделить какой-то один концепт, на нем остановиться, немножко уменьшить массу и полезный объем, ну, в смысле, массовый и свободный объем, чтобы... То есть, скажем так, сделать его рациональным, потому что, опять-таки, можно, не знаю, там, запустить блок на протоне, который будет, ну, не знаю, там, диаметром 8 метров и длиной, там, 10 метров, и, ну, в нем будет все, что нужно, только кто за это заплатит. Вот. А можете подсказать, вот какой вам в большей степени импонирует вариант? Мы просто специально сделали несколько вариантов, чтобы, допустим, выделить какой-то там доминирующий, например, вот, или может там их объединить и доработать. Вот нам интересно услышать ваше мнение, вот, допустим, какой вам лично там, допустим, больше понравился? Или может, что можно Мне там кажется, доработать? Да. Мне кажется, ну, опять-таки, когда есть несколько хороших идей, я думаю, что имеет смысл попытаться их как-то свести в одну. По сути, если как бы убрать купол, то, ну, вот, например, в российском сегменте есть несколько, там, в модуле «Звезда» есть несколько иллюминаторов. Ну, это просто как бы такие круглые окошки диаметром, если я правильно помню, что-то около там 25-30 сантиметров. На кораблях «Союз» тоже есть два иллюминатора боковых. Вот. Но чем уникален купол? Тем, что ты можешь голову высунуть, у тебя ощущение пространства вокруг. То есть ты можешь осмотреться, и вот это прям очень-очень ценно. Но при этом, как бы, ввиду того, что все-таки
Как бы это остекление, и это соединение как бы, ну, потенциально, как бы, ну, условно потенциально опасное, как бы это все-таки, ну, у него там специальные такие внешние еще закрывающие штуки есть, которые закрываются в случае, ну, как бы, когда он не используется, для того, чтобы в случае, если там будет разгерметизация, чтобы, ну, скажем так, прохлацировать разгерметизацию всего, ну, модуля. Вот. То есть, с одной стороны, как бы, чем больше остекления, причем объемного, тем лучше, с другой стороны, как бы, это все-таки, ну, технически гораздо более сложный элемент, чем, например, там просто круглый элемент. Вот. Это тоже надо продумать, надо было. Ну, конечно, как бы, чем больше, условно говоря, чем больше возможности ощутить внешнее пространство, тем лучше. Например, вот в рамках там изоляционного эксперимента Сириус, когда вот там с людьми, как бы, которые в нем участвовали, говорили, то я вот отмечал, что с моей точки зрения в рамках как бы вот изоляционного эксперимента был один момент, который все-таки был сложнее, чем вот наша изоляция на станции Восток в Антарктике. То, что мы там могли выйти наружу и, условно говоря, почувствовать внешнее, вот это вот, ну, по сути, внешнее пространство, а они нет. Они в точке этой сидели все там 4, потом 8 месяцев. То есть, как бы... Шикарный комментарий. Коллеги, мне кажется, это очень, очень ценные мысли, их обязательно надо зафиксировать. Я чуть-чуть бы прорезюмировал, что да, действительно стоит обратить внимание, акцентировать свою работу на концентрации над чем-то самым важным, то есть конкретизировать наше сакральное до определенной квинтэссенции и попытаться, да, сделать упор на тех вещах, которые недостижимы в других средах, в других материях. Вот, вещи с куполами, оранжереями – это действительно то, чего невозможно достичь нигде, и то, чего людям сильно не хватает. Да, хотел сказать, что про оранжерею как-то этот момент обошли стороной, но наличие растений, зеленых растений, это, ну, или не только зеленых, в общем, наличие оранжереи – это прям тоже очень классно. То есть это ну, невероятно положительно влияет на восприятие. Супер. Николай, скажите, пожалуйста, у вас останутся силы поговорить с нами еще о Северном или Южном полюсе, в общем, об еще одной экстремальной среде? Сейчас? Угу. Да, давайте поговорим. Коллеги, можно за то, что вы нам все рассказали, дали комментарий. Очень было приятно от вас это услышать. Вообще, спасибо большое. Я рад, что Спасибо большое. это было полезно. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Огромное, что нашли время присоединиться сегодня и поделиться такой интересной информацией. Мы вам очень благодарны и хотели бы рассказать про нашу компанию. Вот. Наше место, наша среда – это вот экстремальное как раз пространство. Мы выбрали льды, и хотелось бы начать повествование. Наверное, изначально, что для нас мы определили сакральным. Для нас сакральное – это иная реальность и принципиальное ощущение и чувство того, что ты не в обычном, привычном и профанном, а в чем-то извне, как бы другая реальность. И то место, где ты можешь ощущать иную импоральность, где время и ощущения резко отличаются от повседневного. Вот. И еще сакральное в таком случае – это обратная сторона места. И оно выворачивает для нас привычное, переворачивает его и дает возможность взглянуть с другой стороны. Вот. И именно с этой точки зрения можно рассмотреть места как экстремальные. Для нас они являются одинокими, пустотными, в каком-то смысле отшельническими, безумными. И мы подумали о том, что если одиноко в это место только на профанном уровне. Нам кажется, что оно одиноко, а на самом деле это не так. Вот.
А, И сценарий нашего пространства строится следующим образом, что вот есть определенный человек. В нашем контексте это, скорее всего, исследователь. Это может быть и паломник, который сознательно приехал в места. Он идет на яркий свет, который окутывает наш условный храм. Оказывается в пустом и безлюдном пространстве, он медленно проходит его, оглядывается, и что-то потому, что эти стены, этот пол не такие простые элементы, как кажется на первый взгляд. Может быть, некий голос издалека или звук. Может быть, едва ощутимое тепло и пульсация, и человек вдруг замечает проход в наше место, в наш храм. Этот проход — один из множества тех, которые ведут в иную реальность. Они для нас являются переходными местами, которые подготавливают себя к получению иных ощущений, выворачивают пространство. Вот. И переходные... Человек проходит условную метаморфозу, изменяется в момент. Я думаю, дальше можешь ты продолжить. Я не помню, ты упомянул или нет, что это вообще маяк. Да. То есть человек идет вот по цвету маяка. Это огромный маяк, который стоит во льдах. И вот как раз один из вопросов, который мы хотели вам задать. Путешествуют ли полярники вот по льдам? Или они все время сидят вот на исследовательской... Гуляют ли они? Ходят ли, ездят куда-то? Скажем так, есть разные типы экспедиций. Есть экспедиции зимовочные на станциях. Есть те, которые, в общем-то, ставят своей целью переход из точки А в точку Б. Например, вот в 2000, если я правильно помню, в 2018 году была трансантарктическая экспедиция, преимущественно, если я правильно помню, английская, там 42 недели, они в течение 42 недель по сути, через континент путешествовали. Угу. То есть, есть, коротко отвечать на ваш вопрос. Есть, стационарные, если так можно сказать, экспедиции, которые, по сути, нацелены на пребывание в какой-то локации и ее изучение. И есть, те, которые, в общем, направлены на, по сути, перемещение с точки А в точку Б с какой-то там научной, исследовательской или спортивной целью. Угу. А вот само внутреннее желание человека не возникает там выйти просто и погулять? Недалеко уходить. Конечно, возникает, собственно говоря, это неоднократно делалось, когда в Антарктике был. Вот. И на берегу, и, скажем так. А удается? Ой, извините. Во время... Вы не расслышали? Может, повторить еще раз, я, возможно, не расслышал. Удается ли сохранять вообще во время вылазок? Очень интересно, как происходит. Спасает ли специальное мундирование от таких холодов? Собственно говоря, оно у нас было соответствующее локальному климату. Собственно говоря, основные трудности в этом плане были вот именно на станции Восток, в центральной части континента, где мы были, и в зимний период времени, когда там у нас были минус 70, минус 80 температуры. Но даже в этом случае, собственно говоря, мы наружу выходили, там, максимум там час можно провести на улице там, при температуре минус 70, потому что как бы ты тепло не оделся, все равно на определенном этапе у тебя начинает лицо неметь. Вот, и ты ощущаешь, что все-таки пора внутрь. Но при этом, в общем, если могу, некий такой личный опыт еще упомянуть. Когда в зимние месяцы, то есть в южном полушарии все наоборот, там лето, летние месяцы, то есть июнь, июль, август это зима, вот, и июнь-июль это самые, по сути, холодные месяцы и самые темные. Вот, и именно в начале июня у нас была вот эта температура минус 82,1.
И, скажем так, несколько раз, ну, когда уже чуть теплее было, там что-то около минус 70, вот, когда не было, как бы, ну, скажем так, пока Луны еще не видно, то несколько раз вот выходил, скажем так, наружу, там можно было от станции в определенном направлении отойти, там такой холм был, и станции почти не видно. И у тебя как бы сверху изумительно четко, абсолютно ярко видно там звезды и Млечный Путь, Луны нет, поэтому как бы нет источника света. И вокруг все темное, то есть ты как бы даже ног своих не видишь, потому что очень темно. И ты как будто в такой сфере находишься, то есть сверху звезды, а снизу и вокруг пустота. Это вот прям, я думаю, что я очень надолго это запомню. Такое удивительное ощущение было. Звучит потрясающе. Да, это очень здорово. Вот, коллеги, обратите внимание на рассказ нашего эксперта, потому что пребывание на станции, оно из первых уст, это очень ценно. То есть возможность выйти там за пределы обитаемого модуля, попасть в другую темпоральность. По сути, любой относительно удаленный выход от станции, это уже фактически есть перенос в определенную другую темпоральность по отношению к пребыванию на самой станции. Вот здесь точно так же важно будет нам не потерять саму суть, может быть, поймать какое-то важное чувство при переносе вот в эту другую действительность и может даже не очень сильно переусложнять то, что с нами произойдет там, потому что сам этот эффект перехода, встречи там какого-то маяка при путешествии, какая-то важная реперная точка, это уже очень мощный эмоциональный символ. Это само по себе найти что-то в нигде, это уже очень важно. Это хорошее слово, найти что-то в нигде. Да. Наш маяк тоже в концептуальном плане одна из таких звезд, только очень ярких, которые указывают некий путь. И, понятно, вот станции, вот эти маяки, их, самих маяков должно быть много, это некие множественные объекты, которые располагаются рядом вот с этими станциями исследовательскими. Когда человек может, выйдя из станции, допустим, идя полчаса до этого маяка, попасть в маяк и снова оказаться в каком-то таком теплом, уютном пространстве, где ему, собственно, будет, наверное, почти так же приятно, как на самой станции, но более уютно и по-домашнему, что-то такое. У нас не так было. У нас изначально Извините, Александр. Да, вам нужно сделать телефонную будку на удалении километр от станции. Ты проходишь километр по минус 80 и звонишь домой. Вот он эффект сакральный. Чашка кофе. Да, у нас просто нет пока что конечной идеи того, что будет располагаться под самим маяком. Но определенно это должно быть что-то, какое-то пространство, которое будет теплым, возможно, маленьким, уютным. Да, думали даже о теплой капсуле, куда можно будет лечь. Ну, вообще изначальная какая-то концепция, ванна, не знаю. она состояла в том, что мы думали, что вот людям, находящимся в изоляции, не хватает определенного общества, потому что антитеза изоляции — это... И мы шли от того, что наш храм подразумевал под собой отголоски других людей, возможно, путников. Мы даже думали о том, что там могут находиться какие-то человеческие голограммы или телепорт-надписи, в общем, какие-то следы, которые указывают на то, что здесь был человек, чтобы ощущать общность, какую-то эмоциональную привязанность, получить какие-то очень теплые эмоции от созерцания того, чем наполнен наш храм. Возможно, как-то делиться воспоминаниями между людьми. И вот концепция тоже — это обмен дарами между людьми. Как человек может совершить приход в наш храм. Вот. И обмен дарами — это обмен эмоциями. То есть один человек что-то оставляет в этом храме и в то же время что-то получает.
Вот. Мы пока что не остановились точно, как это может быть, но вот мы можем показать сейчас картинки, вывести на экран, да? Можем. Да, давайте посмотрим, интересно. Да. Ну, там, собственно, только образность какая-то представлена. Сейчас. Николай, скажите, а вы на Санно-гусеничном экспрессе путешествовали? Нет, не путешествовал. Он Ну, в как-то смысле, долго идет? на а как бы 2 недели он идет. 2 недели в сторону станции и 10 дней со станции, потому что там есть как бы уклон ввиду того, что берег на уровне моря, а станция на 3,5 километра. И А как там бы во время вот этого экспресса он без остановки движется или там есть какие-то промежуточные нет, площадки? там предусмотрены остановки для технической, как бы, для, по сути, проверки технического состояния там, вездеходов, для как бы смены экипажей, потому что, как бы, там, если я правильно помню, 3 раза в сутки как бы сменяется, скажем так, как бы экипаж вездехода, он меняется постепенно. Ввиду того, не может один человек все 14 суток так рулем ехать. Коллеги, вот рекомендую обратить внимание на этот факт, что путешествие до станции, оно не только бывает самолетное, это тоже, на самом деле, большое испытание, путь туда на этом экспрессе и возвращение назад на этом экспрессе, потому что он путешествует, по сути, в нигде. Если он поломается, там кирдык. Ощущение смерти. Да, потому что, как бы, скажем так, санно-гусеничный поход обычно состоит, вот, когда мы там были, это 5-6 вездеходов с санями, на которые, соответственно, пристегнуты либо там цистерны с топливом, либо как бы такие, типа как домики на санях, в которых там находится сезонный экипаж станции, который там нужен для функционирования буровой установки, для проведения там исследований атмосферы, там, метеорологических, и так далее. То есть, как бы, да, если, как бы, скажем так, немножко утрировать, то да, действительно. Если, то есть, как бы у них какой-то минимальный ремкомплект с собой есть, но, опять-таки, даже в этой ситуации имеет большое значение масса. То есть, там лишнего с собой не возьмешь, потому что как бы, это расход топлива, это уменьшение, в общем-то, полезной нагрузки, а это, никому не надо. Так. Ну, тогда покажу, наверное, еще мы начали очень после того, как вы услышали, что очень сильно присоединяетесь тем обществом, которое находится с вами на исследовательской станции, ведь наш главный концепт — это как раз-таки ощущение связи с обществом. Вот. Мы подумали резко все менять. Вот. Поэтому очень бы хотели услышать ваш комментарий по поводу этого. Что мы тут сама идея, скажем так, то есть, если это должно быть обогреваемое помещение, оно будет расходовать электричество. Логично? Вот. Если оно расходует электричество, то, опять-таки, это означает, что оно должно его откуда-то получать. Либо это дизель-электрогенератор, дизель-электростанция, которая как бы, то есть на любой станции есть как бы источник электричества. Чаще всего это как бы дизельная электростанция, то есть это несколько генераторов, которые, в общем-то, последовательно соединены. На береговых станциях, где, скажем так, температуры зимой не такие низкие, там активно используют, скажем так, ветряки, аккумуляторные батареи и солнечные батареи. То есть, в Антарктике, например, в береговой зоне там достаточно постоянные и там разной степени как бы интенсивности ветра. На востоке ветер
ну, если я правильно помню, когда мы там были, он был тоже относительно постоянный, где-то около там 5, ну, 3-4-5 метров в секунду. Всего раз или два за год он был больше 10 метров в секунду. Ну, опять-таки, можно продумать ветрогенератор как вот источник питания. Ну, опять-таки, если рассматривать, чтобы это было что-то автономное, потому что, ну, к примеру, если это будет что-то за пределами станции, к чему будет тянуться провод, мне кажется, это эмоционально несколько будет убивать смысл. Да. Должна быть какая-то автономная штука. То есть то, что какое-то отдельное пространство для, скажем так, уединения, где можно там некоторое время там, ну, не очень долго, чтобы все-таки своих обязанностей по станции не, ну, как бы не нарушать, там, побыть в уединении, в тепле и так далее, опять-таки идея классная. Надо только как-то более ее, как мне кажется, специфицировать. Ну, в плане, как бы, ну, такого более реалистичного концепта. Потому что, как бы, ну, как мне кажется, опять-таки, это мои мысли с головы, условно говоря, что если это что-то автономное, то должен быть, как бы, соответственно, автономный источник питания, источник электричества. И ну, как бы это, по сути, в основе всего, потому что это обеспечит там и тепло, и свет, и все что угодно. Да, мне вот, например, еще очень понравился пример с цветом, которого в таких местах, ну, спектр цвета недостаточно, то есть нет зеленого, нет какого-то вот лиственно-желтого, оранжевого, тех цветов, которые встречаются вот в природе обычно. И вот насколько было бы, может быть, интересно поместить вот к этим, как-то привязать к этим маякам, к этим отдельно стоящим символам какой-то пустоты, вот в этом помещении в теплом организовать еще и, может быть, какое-то одиноко стоящее дерево, напоминающее вот о цвете, во-первых, о большой земле, о природе, о чем-то вот таком. Как роза из «Маленького принца» под колпаком. Да. Угу. Но, опять-таки, это было бы классно. Другое дело, что в рамках дерева, наверное, все-таки это мало реалистично. А вот если это, там, ну, не знаю, там оранжерея с цветами, то очень даже, мне кажется, классная идея была. Вот, спасибо. Да, спасибо большое за Это комментарий. точно поможет нам в дальнейшем исследовании, потому что мы вот Застряли. долгое время, да, находимся на неком распутье, не понимаем. Ну, потому что мы не были сами в таких ситуациях, и нам очень нужен был именно ваш комментарий. Мы очень ждали эту лекцию. Да. Спасибо. Я надеюсь, у вас получится. Спасибо Спасибо большое. большое. Ну, чудесно. Вот мы познакомились еще с одной средой. Николай, спасибо вам огромное. Вы нас просто облагодетельствовали столь важными комментариями и рассказами о тех средах, в которых никому из нас не предстоит побывать. Только вас. Я рад, что интересно было, и рад, что смог чем-то помочь. Да. А скажите, пожалуйста. Так, коллеги, а кто у нас еще присутствует? У нас еще кто-то сегодня чего-то хочет сказать? Наверное, в среду все это будет. Ну, вероятно, да. Тогда, наверное, нам остается поблагодарить вас за такое колоссально уделенное время, что вы смогли с нами побыть, нам о всем доложить, рассказать. Мы с вами тонко прочувствовали, еще раз побывали в тех местах, которые являются для вас знакомыми. Я очень надеюсь, что вам тоже было интересно послушать и наши ощущения о необычных средах. Вот. Да, собственно говоря, было очень интересно. Николай, я знаю, что вы записывали, вернее, писали, вели дневник,
когда вы посещали полис. Вдруг, если есть какие-то выжимки из этого дневника, и вы могли бы с нами поделиться этими заметками, то мы с коллегами с огромным удовольствием почитали, пережили этот experience вместе с вами, потому что у вас потрясающий слог, это настолько красочно все описано. Может быть, какие-то выжимки или какие-то части. Вот если бы вы с нами поделились, было бы вообще восхитительно. Если возможно. Да, я думаю, что да, вполне возможно. Единственное, что мне надо немножко тогда его переработать. Угу. Я имею в виду там какие-то неуместные вещи убрать. И да, я думаю, что это было бы интересно. Это было бы шикарно. Было бы классное повествование сделать. Да, там у ребят как раз, помню, с экстремальной средой или с чем была идея написать сказку или что-то типа такого. Было бы прикольно. Да. Потому что там настолько здорово все описано. Это было бы невероятно полезно нам для сопереживания с вами всех этих экстремальных перипетий. Если возможно, будет очень здорово. Когда, естественно, у вас. Если вдруг будет возможность и время. Я думаю, что вполне, почему бы нет, я рад. Потрясающе. Я вот вижу тут один из участников, что-то хотел спросить, скорее всего, да? Кирилл, вы, наверное, что-то хотели поинтересоваться. Есть такое дело? Только вас не слышно, Кирилл. Раз. Мне кажется, он хотел в следующем консультироваться просто. Да? Так, как мы тогда поступим? У нас дальше будут среды, которые, может быть, вам не столь привычны. Николай, если вам интересно, если вы хотите, мы можем все вместе послушать еще про одну среду. Но мы не настаиваем, потому что и так забрали у вас так много времени. Да ничего, давайте послушаем, раз уж начали. Тем более, что мне, в общем-то, интересно, что происходит. Чудесно. Вы настолько профессионально нас комментируете, что это одна радость. И это для нас очень важно послушать не только наше мнение нашего коллектива, но еще и эксперты со стороны. Так что, коллеги, если готовы доложиться, то мы будем очень рады послушать друзья. Микрофон настроен. Раз. Раз, два, три. Давайте пока... Если микрофон не работает, напишите просто в чат, что вы с нами, и просто что-то там настраиваете. Да, здравствуйте. Я вот тоже из команды Кирилла, пока он там разбирается со своим микрофоном, наверное, я могу это начать. Давайте, да, отлично, здорово. Единственное, я не могу продемонстрировать экран, может быть, вы могли бы открыть мир? Давайте. Или вот Кирилл, может быть, уже подключил, все нормально. Там меня слышно? Да. Да. Отлично. А вы можете предоставить доступ? Должно быть не запрещено. Все, нашел. Есть. Пришлось со второго устройства заходить, так что. Угу. Так, напомните, пожалуйста, какая у нас среда? У нас природа. Да. Смотрите, как у нас природа. Природа Арктики переходит в природу чуть более дружелюбную. Но там нас может кто-нибудь съесть, поэтому все равно помним, что у нас красиво. Угу. В общем, говори, Кирилл. Говори. Нет, давай ты. Хорошо. В общем, после предыдущей консультации мы, грубо говоря, пришли к выводу, что не нужно там ничего усложнять как-то, и, грубо говоря, нам нужен... Наша основная задача является, чтобы не испортить и привнести вот то небольшое удобство, через которое мы уже могли бы взаимодействовать там с природой, с нашей средой. И мы вышли на... В прошлый раз мы остановились вот на этих картинках, на этих вариантах, вот этих двух.
и их развили до той идеи, что у нас есть 4 капсулы, посвященные разным природным стихиям. Все вместе это и является наш храм природы. Они стоят как бы, ну, вместе, это как бы, ну, можно сказать, ансамбль. И каждая капсула отвечает там за свою стихию и, грубо говоря, за свою функцию. Вот мы так немножечко прибросили, что храм воды, он может быть местом для медитации, для вдохновения, и есть разные варианты, как это можно было бы обыграть. Храм огня – это место, где люди могли бы собираться и проводить различные обряды, различные практики. В храме земли может находиться, допустим, какие-то растения, возможно, это, ну, он уже оторван от земли, возможно, он, наоборот, будет при, как бы, ну, чуть-чуть заглублен. И воздух, это, вот мы референс подобрали, он, наоборот, уже максимально оторван от земли, он как бы имеет под собой такую структуру деревянную, как бы, такую плавающую, свободную, через которую уже может проникать свободно воздух, и как бы она создает образ такого невесомости, такого облака. Ну и вот если это если кратко говорить про нашу концепцию. Ну и наша основная задача – это чтобы через наше вот священное место человек мог гармонично взаимодействовать с природой и чувствовать себя частью этой природы. Вот. Коллеги, то есть у вас храм имени природы? Да. Напомните, пожалуйста, в какую локацию вы его размещаете? Ну, понятно, что природа вещь относительная. Если там космос, мы конкретно понимаем, в какой точке космоса мы будем. И там полярные всякие вещи, они тоже примерно понятны. У природы в данном случае больше климатических вариаций. Вот чтобы нам корректнее было почувствовать ваше место. Ага. Да, Ну, вот так. это вот были промежуточные какие-то варианты, но вот это лес, это вода, это, возможно, горы. То есть это что-то такое очень зеленое и дикое. Ну, может быть, такое вот что-то. Ну, это вот. А каким чувством вы нас называете этим храмовым пространством сакральным? Ну, вот наша основная задача была, чтобы в нашем месте человек мог как бы более тонко взаимодействовать с силами природы. То есть если это, допустим, капсула воздуха, то ну, мало где, допустим, в лесу он может подняться наверх, выше как бы деревьев, смотреть сверху. То есть это либо ну, на дерево залазить, либо там еще как-то. То есть, и он чувствует как бы под собой тоже воздух, как бы вот эту невесомость. И вот получает как бы определенный спектр эмоций в этих условиях. То есть вы имеете в виду, что это как бы как домики на дереве, и значит это типа воздух. Ну, то есть там, я не знаю, его там должно как-то ветерком обдувать, наверное, вокруг. Да, типа просто, да. Будет так обдувать, что вот он как раз и будет получать тот опыт, за которым мы и вот здесь, наверное. Ну, в общем, то есть у вас храмы вот эти, получается, да, храмы стихии, условно говоря, они вообще должны быть в разных локациях. То есть это не единое какое-то пространство, это какие-то разбросанные где-то там по лесу пространства. Нет, суть в том, что как бы там внутри интерьер, он как-то настроен на восприятие какой-то одной стихии. Вот, и вроде бы на прошлой консультации мы пришли к тому, что своим храмом мы должны как бы, ну, что природа, она и так по себе сакральная, вот, и мы своим храмом должны просто усилить эту сакральность, это ощущение от восприятия природы, вот. И вроде бы вот мы пока что остановились на стихии, вот, а дальше уже нужно будет как-то разработать внутреннее пространство, что условно как бы
ну, комнате, которая посвящена Земле, мы как-то ощущаем это, вот, и так далее. Какими-то Коллеги, средствами. есть одно очень полезная мысль. Мы имеем счастье обратиться опять-таки к Николаю как к покорителю воздушной стихии. Мы знаем, что в прыжках с парашютом для него нету равных. И к Николаю как к покорителю горных вершин. Поэтому мы имеем и здесь возможность получить такой персональный опыт чувств переживания этих стихий. Ну вот применительно, не знаю, но это на самом деле ни с чем не передаваемое ощущение, когда ты перешагиваешь порог самолета и оказываешься в безгравитационном таком свободном падении. У меня, конечно, не было личного опыта, но я могу только себе представить, что здесь эмоции получаются самые, что ни на есть настоящие, особенно когда прыгаешь первый раз. Может быть, вот нам наш эксперт сможет сказать и поделиться какими-то эмоциями в отношении взаимодействия с природой в таких агрессивных материях. Ну, вот вопрос просто, а в чем как бы, то есть вот в рамках как бы этого концепта, в чем его, ну, я извиняюсь за формулировку, но в чем его как бы суть, в чем его цель, зачем он нужен? Ну, суть в том, что когда мы попадаем на природу, то она является дикой и, как бы, может быть, даже немного агрессивной с точки зрения ее взаимодействия. То есть мы не можем, допустим, если мы хотим подняться куда-то наверх, мы должны либо 3 дня идти в гору, либо лезть по дереву, а это, ну, очень там безопасно. Вот. А мы делаем такие, как бы, пространства безопасные, через которые мы могли бы уже взаимодействовать там, с водой. То есть, если, ну, пока это тоже на уровне концепции, но предположим, что это какое-то пространство на воде, и, возможно, чуть под водой, что мы могли уже видеть как бы вот в этой толще. И, ну, и понятно, что если мы хотим в обычной среде, в природе, погрузиться под воду, то это должна быть ледяная вода, и мы должны там побороть свои привычные какие-то вот, уровень комфорта. И вот, ну, вот я понял, что вы имеете в виду, но вот, Костя, когда это говорили, то у меня такая мысль возникла, что, ну, в принципе, как бы, то есть, вот где можно как бы одновременно прочувствовать и воздействие там, воздушных потоков, и воды, там, и как бы чтобы рядом земля была, то есть это... Ну, я просто вот вспоминаю, например, там, как на Камчатке был там когда-то, и там, например, вот какой-нибудь там горный водопад, и там какая-то растительность, и вот как-то, возможно, смоделировать что-то подобное, то есть как бы там, ну, допустим, какая-нибудь там, ну, локация в горах, где у тебя есть одновременный водопад и воздействие там, скажем так, всяких воздушных потоков и, скажем так, ну, земля, почва. Вот. Ну, в общем-то, огонь развести или как-то смоделировать, это вполне, мне кажется, возможно. Ну, когда я вот об этом размышляю, у меня представляются горы Алтая, горы вот эти вот леса его. Да, тоже. Да. Это как раз-таки, ну, плоскогорье, и там вполне вот, ну да, в общем, тоже очень даже подходит. На самом деле, в прошлый раз Кирилл рассказывал про свою идею, она чем-то очень похожа на то, что вы сейчас описываете, но мы вроде бы решили не идти по этому пути. Может быть, Кирилл еще раз про нее тогда расскажет?
Ну, я вкратце расскажу. Идея была в том, что был важен ритуал, а ритуал именно подразумевает под собой путь. И был как бы смоделирован такой путь, что у нас есть некоторый, пока абстрактное начало этого пути, оно, здесь кольцо, но здесь имеется в виду только вот этот вот как бы участок, который показывает, как именно этот путь, он опускается под воду. Вот, то есть не больше. И мы идем вначале по воде, опускаемся, проходим в темноту уже под уровень воды, а далее у нас есть некоторый стеклянный потолок, через который мы видим эту воду, и мы попадаем вот в среднюю часть храма, если говорить про структуру храма. Здесь мы можем здесь мы находимся в тишине, в покое, здесь место для медитации, для каких-то духовных практик. Здесь важно, что это место является уже светлым, и здесь вот как раз через воду преломляются вот эти вот солнечные лучи, и как бы пространство оживает. И дальше после мы идем уже дальше в за алтарную часть, и вот этим алтарем и преградой является как раз тут водопад. И вот мы попадаем уже в наше сакральное место, уже как бы очищенное. И этот путь, он символизирует процесс очищения. То есть вода как раз, она забирает всю лишнюю энергию. И вот некоторые генерации были на эту тему. И вот мы уже как раз вот в нашем святилище. Мне кажется, вот этот вот формат, который вы сейчас описали, он гораздо лучше, чем, опять-таки, никаких суждений не имею права высказывать, но то, что вот вы сейчас описали, это прям как-то так, какой-то такой прям комплексный подход, последовательный и, я бы сказал, весьма интуитивный и логичный. А вот то, что первое вы описывали, это как-то все-таки больше надумано. Основной комментарий был связан с тем, что тогда нужно искать конкретное место и в него уже встраиваться. А иначе, то есть этот путь, этот проект, он не является универсальным. Его там нельзя где-то... Коллеги, давайте я вклинюсь в дискуссию, поддержу Николая руками и ногами, очень правильно эксперт, даже не будучи архитектором, прямо очень архитектурно дает нам комментарии. Чем проще форма, тем глубже получается у нее содержание. Наша рекомендация, вот крайняя гипотеза с тем, что вы описывали, она, наверное, наиболее успешна. Нужно стараться двигаться в этом направлении. Если вы хотите охватить одним изделием, называющимся храм, разные природные эмоции, вот вы можете смело продолжать тему с этим кольцом, которое частично, верхней точкой кольца она поднимает вас над природой, средней точкой она опускает вас на плоскость природы, нижней точкой она спускает вас куда-то под воду, под землю. Пусть это будет очень простой объект, это хромированное кольцо, если мы двигаемся в этом направлении. Вы можете простым круговым путем пройти через разные среды природы, но только надо будет навесить какой-то сакральный смысл на все это дело. У меня появилась идея, какой сакральный смысл. Если начинать путь, условно говоря, с уровня Земли, да, условно говоря, это можно описать циклом жизни человека, да, то есть когда он опускается под землю, условно говоря, это некий, условно, загробный мир, когда он на земле, это его настоящее, когда он на воздухе, это некий духовный высший мир, вот этот сакральный. И мне кажется, тут как раз стихии можно было бы отлично попробовать привязать. Да, можно путь человека на земле. Вот отлично вы взаимодействуете со средой. Человек, он как часть природы, так или иначе, он из ниоткуда появляется и частью природы становится. Да, шикарно. Я полностью поддерживаю этот концепт, и вот то, как вы сейчас это описали, мне прям тоже очень понравилось. Супер. Очень круто. Главное теперь не попортить. Давайте двигаться в этом направлении.
и будем очень сдерживать себя от переусложнений. Тогда получится хорошо. Угу. Ну, класс. Хорошо, спасибо большое. В целом, очень... Да, супер. Немножко добавлю. У вас очень классно получилось, этот концепт, который вы описывали, и мне действительно кажется, что он прям мог бы изумительно получиться. Точно. Да, получится. Все получится. Все концепции получатся. Николай, вам надо было быть архитектором. Возможно. Я на самом деле рад, если чем-то могу помочь. Это прям очень классно. Ну, мне кажется, у нас шикарно сегодня получилось. Вы прям стали полноценным соукуратором нашего сегодняшнего мероприятия. Очень здорово, супер конструктивно, супер полезно и духовно, и прикладно из тех точек зрения, с которых мы сами никогда не посмотрим. Так что мега вам спасибо. Это очень здорово. Пожалуйста. Ну что ж, наш сегодняшний вечер подходит к концу. Мы не смеем вас больше задерживать. Вы летели с Байконура, наверняка устали, хотите отдохнуть, и от нас в том числе. Нам остается пожелать прекрасного вечера и еще раз поблагодарить. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что пригласили. Я очень рад был в этом поучаствовать. И тем более рад, если что-то по делу смог сказать. Да, невероятно. Спасибо огромное. А можно будет потом ссылку на запись получить? Нужно. Обязательно пришлем. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.